you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим и протестируем новую активную мониторную акустику от компании Ayma по цене около $130. И приходит эта акустика прям в такой большой фирменной коробке с очень хорошей защитой, поэтому на транспортировку жаловаться вам точно не придется. Но показывать вам горы пенопласта и упаковки сейчас особого смысла нету. Поэтому давайте сразу перейдем к самой акустике Ayma S4000 и ее комплектации. Пульт дистанционного управления, который имеет возможность переключения входов, RCA, Bluetooth, XLR, есть клавиша включения и выключения акустики, клавиша мьюта, увеличения и уменьшения громкости, ну и пауза и воспроизведение и переключение треков. Аудиокабель с RCA и мини-джек, кабель для соединения колонок между собой, инструкция по использованию и настройке, ну и кабель питания. Эта акустика имеет довольно средние габариты и была выполнена из ДВП высокой плотности с использованием ПВХ-шпона. Ну а на передней части тут был установлен рупорный высокочастотный динамик с шелковой мембраной диаметром 25 мм. А ниже уже располагается низкочастотный динамик с интересным рельефом диффузора в виде сот. И выглядит это все прямо-таки довольно строго и аккуратно. И лично мне такой дизайн очень нравится. Ну а если говорить уже о характеристиках, то номинальная мощность здесь составляет 40 Вт на канал, а заявленный частотный диапазон находится в пределах от 45 Гц до 20 кГц. А вот разделение между динамиками осуществляется кроссовером второго порядка с частотой раздела 2,5 кГц. Ну а здесь сзади располагается фазоинвертор, а ниже находятся все основные органы управления и разъемы подключения на правой колонке. Также тут есть регулятор громкости, имеются отдельные регуляторы высоких и низких частот с диапазоном настройки от минус 6 до плюс 6 дБ, чего, поверьте мне, более чем достаточно. А для подключения источников здесь предусмотрен Bluetooth 5.0, RCA и даже есть балансные XLR входы. Кроме того, еще здесь имеется отдельный выход на сабвуфер, если вам вдруг захочется собрать полноценную систему 2.1. Ну а еще тут расположен разъем питания, есть выключатель питания и присутствует специальный выход для подключения уже второй колонки. Но за усиление в этой активной акустике отвечают два усилителя TPA 3118 и дополнительный чип AD2178. Ну, в общем, с конструкцией, возможностями и характеристиками этой акустики мы разобрались, поэтому теперь давайте перед тем, как мы протестируем ее на деле на разных музыкальных жанрах, немного обсудим, как же все-таки она звучит. Ну и сразу могу вам сказать, что Ayma S4000 играет именно как настоящая и, как по мне, достаточно серьезная мониторная акустика, что можно встретить в этом бюджете, поскольку низкие частоты прям очень ровные, быстрые и хорошо контролируемые. Они точно не пытаются задавить вас каким-то огромным количеством, а делают ставку на точность, проработку и хорошую читаемость каждого удара. При этом уже при помощи регулятора низких частот звук можно сделать более массивным и ударным, за счет чего бас сразу начинает ощущаться уже более основательным и даже физически ощутимым. А вот средние частоты получились прям предельно стерильными, прозрачными и информативными, за счет чего вокал и акустические инструменты и в целом какие-то различные мелкие нюансы записи передаются прям отлично. А благодаря хорошей техничности и быстрым переходным процессам уже даже в более насыщенных и реально тяжелых композициях все остается разборчивым и не сваливается в кашу, что несомненный, как по мне, плюс. Ну и высокие частоты уже точно вас порадуют прям хорошей детализацией, протяженностью и огромным количеством воздуха. Они отлично дополняют общую, очень широкую и, самое главное, такую масштабную картину, добавляя звучанию открытости и информативности. Но при этом не переходят они вот ту самую четко выдержанную грань комфорта даже при длительном прослушивании. И в результате звук воспринимается очень собранным, точным и технически грамотным. Поэтому эта акустика отлично подходит не только для обычного домашнего прослушивания музыки, но и для ее анализа или уже работы со звуком, как и было заявлено производителем. Ну а теперь давайте послушаем, как она справляется с разной музыкой уже на практике. Like
chicken hawk. Approach with my gun in the 211 as I sick 'em, lay my victim. May I lick 'em all, action stop. Nobody move, no pop as I wreck shop. Better lurch, make your blood squirt when I work in the brownies in the high top just to Counting blue, sipping red, looking out for ox and twig. I duck the fees, stack my bread, so much money to make you scared. I get straight to it when I jump out the bed. Got money on my mind and a bag on his head. These niggas some snake, I can see them shit. If that nigga a snake, then cut off his head. Yeah, cut off his head. Hold up, let me take my meds. Little niggas come through stepping they please. Little nigga hit the block, that boy split. Put a brick on his head just like Creed. Yeah, can't no nigga do me like bread. I don't shake hands on like germs. Send them boys through you up like big worm. Work a bitch just like an intern.
Ну а если подводить итог, то активная акустика IMA S4000 мне очень понравилась. Причем настолько, что на ее тестирование у меня ушел буквально целый месяц. И за это время она показала себя как очень детальная, техничная и довольно серьезная акустика с крайне мониторным характером звучания. Причем отмечу, что мне реально понравилось то, насколько хорошо она передает все детали записи и разделяет инструменты, позволяя вам услышать даже самые какие-то небольшие нюансы, на которые раньше можно было не обращать внимания. Поэтому на данный момент IMA S4000 является одной из лучших акустических систем, которые мне доводилось слышать в этом ценовом сегменте. И после знакомства с ней у меня остались исключительно положительные впечатления. Поэтому от себя я смело рекомендую вам ее к покупке. Ну а ссылка на покупку этой акустики будет в описании к этому обзору и в закрепленном комментарии под этим видео. Спасибо всем за просмотр, с вами был IC Genius и до скорых встреч уже в новых обзорах.